Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Вижу какая-то фигура, ам, которой одевают как мантию. А здесь на правом плече, как цветок какой-то, но эта мантия тянется в сектор магии, а кто-то как бы на корточках сидит возле этой фигуры. А, Почему-то головы нет у этой фигуры, женская фигура, и рука вот так повернута, и вижу, что правая рука тянется, ну, вот как в сектор считывается стул, М, подписание контрактов. И там вот эта стена, как преграда, и идет уже в другое пространство, оно такое темное. И вижу, там идет подключка, как продолжение руки. А рука считывается расслаблена. Она как будто бы вот тело в одном пространстве, вот куда я смотрю, а рука в этом другом, как вне капсулы. Вот. Она так мгм, свисает. А там, где вот так вот рука должна быть сюда, то там такая подключка в сектор магии. мгм, И я вижу, кто-то в секторе магии как будто бы прибивает табличку на дверь. м. Что это за табличка? Что там? Постоянно меняются таблички, кто-то подает, и этот все выше, выше на лесенку становится и прибивает новые таблички. Мгм, Считывается как гордость, а потом сразу идет гордость, уважение, а потом гордыня. Потом мгм, идет табличка низменные чувства, отказ от себя, карьера. И вижу, как этот кто-то вот так он взбирается, эта лесенка растет, растет, а потом бух и падает. мгм. Это кто-то находится в секторе магии? Да. Мгм, мгм. Ну, хорошо. М, Это какая-то программа, которая вот так выглядит. А программы — это шаблоны, как автоматические шаблоны. мгм, Это как шаблон, это как, знаешь, как молд, как форма, куда вставляется что-то. Ну, можно там залить глину, например, и сделать там изделия, много изделий одинаковых. То есть это вот такая автоматическая программа. Я слышу, считывается как автоматическая программа подчинение внутреннему деспоту. И в этой программе проявляется образ такого человека. Он такой как будто толстый. А, Считывается Александр. А там, где голова, там такое сияние. да, И он берет, я подумала, кто это, что это. И я вижу, что он как будто бы его голова вот так наклонилась как бы влево, и он берет, считывается эту сияющую голову от Антуанетты.
Ее энергия. Да, а вот эта фигура, сейчас я считаю, кто это. Мгм. Он и говорит, моя дочь, Маргарита. А я ему Мгм. говорю, что я его не спрашиваю. А он говорит, ну, Значит, хорошо, хорошо, я молчу. И, так. Что и я... вижу, М. что как бы такая светлая энергия, как солнце к нему на голову, ну, вместо его головы, то есть считывается как разум. Мгм. Ну, идет Маргарита и Антуанетта звучит одновременно. А вместо этого она как бы получает такую программу, она считывается, эта программа «Дурь», как такой круглый кокон, в котором много таких, как будто роятся какие-то эм, мухи. А когда я присматриваюсь, то это выглядит как будто бы такие фигурки черные, как будто люди, ну, как обезьяны, Мгм. на четвереньках бегают. И у них такие хвосты круглые, как у обезьян, которые хватаются за ветки. Считываются деструктивные программы подсознания, перешедшие от отца. Мгм. А, Картина. интересно бы посмотреть на... он считывается также почему-то король, этот отец. Мгм. Ну, давай тогда по порядку. Ну, давай я отсоединюсь, найду Мгм. Маргариту. Отсоединись, Виктория, от этих ситуаций. Ну вот, Отсоединилась. я вижу Мгм. Маргариту, вот я Мгм. ее лицо вижу, она улыбается, идет. Ам, И вот у нее этот шлейф такой черный с этим цветком, как будто бы черный цветок на правом плече. Мгм. И считывается вот этот цветок, что уморил, а, голодом уморил. А, Я вижу, М. что это этот шлейф. Да, это Маргарита. Мгм. Почему-то Спроси. идет Да. дочь своего отца. Почему своего отца? Да, хорошо. Спроси у Маргариты, разрешает ли она потрудиться с ней для нее, дает ли она нам разрешение. Да, она говорит, даю разрешение, разрешаю. И вот как я, мое внимание цепляется за этот цветок. Цветок. А там же считывается в этом цветке вот этот шар черный, и считывается дурь. И там вот эти, как обезьянки, бегают с Мгм. хвостами вверх. А если отодвинуться, то оно такое, как будто мухи там жужжат. Мгм. Да. Хорошо, первое ты спросила, почему дочь своего отца, что это означает? А Маргарита вот так руками показывает, у нее такие, как царские платья. И она говорит, что он преследует меня веками. Так, а кто он такой? Что Она это говорит, он? М. князь. Так, в этом воплощении он, это Александр, его, ее отец, так получается? Да. Мгм. А князь кто это? Это какое воплощение Антон это было? Где он ее преследовал? Мгм. Сейчас я посмотрю. Он же и князем. Она его называет князем. Мгм.
Что это было за Где-то воплощение? звучит М, имя, откуда-то идет как Филипп. Так. Это сын Ан, ее, что ли? спроси у Маргариты, какое это воплощение, где этот князь за ней Ну, я думаю, что гонялся. он проявится, оно так не Так, работает. Подожди. хорошо. Как-то оно Мгм. так не работает. Вернись Там, к Антуанетте. Мгм. Фу, когда ты вот это Марк. сказал, то эта подключка к этому Мгм. Князя это? цветку, Ага, да, да. она превратилась вот Так. как в эту каплю такую, как ты говоришь, как она там называется. И она очень Рупера. твердая. Мгм. Мгм. Капля Рупера. Она очень Ага. твердая. То есть защитная реакция включилась. А, ну, Маргарита защитная внутренних программ Мгм. подсознательных. И там Так. звучит Мария Антуанетта, Мгм. дочь князя. И звучит вот так: катастрофа. Вот именно в Мгм. этой капле. Это связано с катастрофами, которые описала в аспекте Маргарита. Я не знаю М. пока, потому что Мгм. эта капля, она не пускает внутрь. Мгм. Она внутрь не пускает, и она как живая такая, и она вот так вот ходит по телу у Маргариты, вот так тук, 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 вот так вот, как будто бы точно колет. М. Она двигается по телу и колет. Ам, И вижу у Маргариты такие следы. Программа такая, чужеродная энергия черная, и оно как будто вот снизу тоже идут иглы, считывается напоминание о будущем. Мгм. Напоминание, то есть это как напоминание о будущем, то есть это как предупреждение о чем-то, что Маргарита не обращает внимания в этой жизни или обратила, и требуется ее решение. Мгм. И звучат в этой капле также имя Карл какой-то, то есть там Карл, Гюстав, еще. М. И эта Так. капля вот считывается как вот эти все штуки, они считываются марионетки сознания в этой капле. Мгм. Карл — это один из детей Марии Антуанетты. Это об этом Карле ты читала информацию? Оно звучит, как бы считывается изнутри этой плотной капли. Там образовался Мгм. просто, я вижу такой, как вход, как такая рура, через которую, вот с которой вот звучит также какой-то Александр, папа. То есть эта капля, она по чуть-чуть открывается, скажем так. Эм, Это как капсула времени, информации. Мгм. И опять же, это связано с этим каким-то черным цветком на правом плече. Давай посмотрим вот это, что на черном плече, вот эта энергия, считай, и эфирная ДНК, что это за энергия. Я вижу в этом так называемом цветке, потому что оно на искусственную такую брошку похоже, но имеет такие лепестки. И я вижу, что кто-то там присел
и как бы помогает одеть этот шлейф, и этот шлейф вот так перекидывается за спину и тянется за спину дальше. Сейчас я найду основание этого. Мгм. И оно там так держит очень сильно. Энергии такие, что держат, не пускают. А, Так и считывается, не пускают разорвать контракт с судьбой. Мгм. И там звучит Мария Антуанетта. Вот этот шлейф одним концом вот так растянулся, и один конец в секторе интерферентов, а другой еще дальше туда, вглубь пошел. И Мгм. там звучит Александр, отец-убийца. Так, ну, Александра находится в секторе магии по отношению. Да, он звучит, он находится в секторе интерферента, ой, в секторе магии, и я вижу, что он держит как будто бы такой загончик такой с прутьев и открывает, а там такой черный бык, энергия такая магическая, считывается как насилие. И он открывает эти ворота, Мгм. и я вижу, этот бык бежит, с ноздрей такие пар, и он вот так как вырвался и так бежит прямо вот к цветку. Э, а потом, когда назад, вот туда, он, он бодается вот в этот цветок, а потом как-то сразу усмирился и так превратился в такие черные глаза, такие тихо, хитрые, подглядывают. Это уже как бэкграунд, за, это из прошлого воплощения. Сейчас я найду начало. Это, Кто м, это? Вижу в да, секторе интерферента, там такая публикация, оно считывается, как будто бы в газетах, и считывается, что как будто бы оглашают князь Вяземский. так. Вижу, как шпальты газет напечатаны. Мгм. Так, и что в этой, что за сообщение? Ну, в этом там как будто бы какая-то картинка или фотография. И в этой фотографии я вижу, как а, такая ситуация, опять фигура, не то человеческая, не то этого быка с рогами, вот так на эти по ступенькам поднимается вверх, кто-то Который, помогает. И который опять звучит прибивал табличку. князь Вяземский. Так, а кто такой князь Вяземский? Какое он отношение он имеет к Маргарите? А это ее папа. Он говорит вот так, это же я, на меня говорит, дура. Ты что, не видишь? Это мы сейчас посмотрим, кто там. Так, Да, это он. Вот я вижу, он такой, ам, как будто бы толстый человек. мгм, И руки вижу, такие, руки такие, как толстые, с такими волосинками. По-моему, рыжий он. Такие какие-то энергии, как красноватые. мгм. Так, и что этот Вяземский, какой он, что он делает в пространстве Маргариты? Приказываем отвечать. Он вот так ее хвать м, за талию
и говорит, ну так, с насмешкой как-то, я взял ее в жены. Так. Сейчас я считаю, М, что это за программа. Сейчас я мгм, смотрю, потому что они все по отношению к Маргарите э, интерферальные. То есть они все паразитические. мгм. Сейчас я посмотрю, когда они появились в пространстве. Вот я Когда вижу, впервые, да. да, Мгм. кто-то как будто бы брошь прицепляет. И я вижу на этой брошке такая игла. Игла. Мгм. Оно так и звучит в этой игле. Князь Вяземский. Так, что это за ситуация, когда это брошь и Маргарита, когда это... Что на физике произошло, когда и брошь эту прицепили, если это так, да? В секторе магии М, я вижу такой стол. За этим столом сидят мужчины в черном. И говорят, что они так долго об этом всем думали и планировали, и берут что-то, как будто бы проект, вывешивают. Э, м, Это всегда я вижу как фальсификация и как навязанные идеи. И там я вижу этот, считывается муж, и вижу такое кружева такие, и лицо, такой красивый мужчина. ага. А эти люди, Кто эти люди, которые там вот долго я на думали этого там? первого смотрю, который Мгм, там это повесил, он, вижу его, он весь как черная фигура, и у него сначала увидела такой меч тонкий, длинный, и он так тук-тук постучал возле правой ноги. А у него правая нога как такой ледяной сапог. И такие усы закрученные. Это сейчас он уменьшается, мгм. когда я на него смотрю. А, Программа выбора партнера. То есть навязывание партнера Да, программы. да. То есть это выбор партнера. Сейчас я спрошу, почему, что он делает в пространстве. Мгм. А он Такой, говорит, что она м, должна выйти замуж за Филиппа. Какого-то м. Филиппа. Кто такой Опять Филипп? какой-то Филипп. Какой-то герцог, они говорят, он говорит. Так. Это было навязано этими мужчинами, которые там долго думали, как это... Ихние планы были такие. Так. Он вообще Мгм. исчез, Хорошо, вернись. превратился как будто бы в Мгм. такую, как палочка. А потом я слышу, считывается чешуя, и он превратился как в какую-то ящерицу и хочет уползти. Заморозил. И Для этого. смотри, это нереальные события, Мгм. это программы. Я даже не уверена, приведет ли это что-то к чему-то. То Мгм. есть мы сейчас считываем
И опять я слышу, вот эта ящерица как появилась, я слышу казни Антуанетты, э, казнь, что это было запрограммировано, и это связано с ее женитьбой с этим красивым мужчиной. Так, странно, А конечно. кто эти люди вообще? Мгм. Кто эти собрание какое-то вот это? Кто они? Мгм. Да, приказываем представиться, кто они такие, м, пусть назовутся. А, этот вот так вот шапку снял свою. У него такой, как с перьями какая-то. И он так поклонился и сказал... Так, вернусь назад. Что он сказал? Мгм. Еще раз. Он сказал, что он э, какой-то герцог Вяземский. Мгм. Так. Спроси у нее, что это они там делают, что они хотят. Я вижу, что они, у них в руках как будто бы черные нити такие, и они как плетут, как бы на спицах. Говорят, что будущее Антуанетты. Мгм. С И какой... это, что они плетут, вяжут, оно вот Мгм. тянется в сектор будущего, вот где Маргарита стоит. Это в ее будущее. Мгм. И буквально это как петля черная. Так, с какой целью приказываю этому Вяземскому герцогу отвечать этому, с какой целью они плетут эти будущие Маргариты? Зачем ему это надо? Он говорит, что ему надо ее голова. Зачем ему ее голова? Он говорит свет очей и показывает, как у нее внутри головы оно считывается как какой-то ам, удивительный внутри, вот на уровне носа, вот так, переносицы, но внутри. Мгм. Там светится, как механизм какой-то сияющий. Считывается как механизм создания разума. Он так красиво светится, это, Мгм. и крутится вот так. Мгм. Считывается энергия созидания разума. То есть она как творец, который сотворяет разум. Мгм. У нее это Так, внутри, в голове. так, а вот этому Вяземскому приказу, почему для него это важно, завладеть О, этим энергией? сейчас я вижу, он так рукава под это самое подтянул. И такие толстые руки с рыжими волосинками. И он берет так топор и пах! И отрубил голову. Так, почему для него важно завладеть этим разумом? А, Он говорит, что они создают, что это клуб, слышу, в клуб создают форс-мажор, катастрофы для перераспределения нации. Какой-то Так, нации. А я подумала, какой нации, и я вижу, что это не касается какой-то человеческой нации,
А в этот момент Маргарита вот так выросла, и вот это сияние у нее в голове, и когда она вырастает, она вот так поднимается вверх, и как будто тело за собой вытаскивает ноги из сектора интерферента. Так. И оно считывается, что-то звучит а, по-английски как blood, кровь, генетическая память. Мгм. Это память рода. Так. И что произойдет, ну, какова цель, если они добьются этой цели, типа, что для них это значит, завладение этим сознанием? Что им это Он даст? говорит, что М, он охраняет. м, так, И говорит какую-то Елизавету от престола. И по отношению к нему там ниже, как будто бы на привязи, э, такая ледяная какая-то Елизавета, которая лежит, а у нее на шее левая нога этого Вяземского. мгм. Э, И я слышу перераспределение нации. Что это означает, Виктория? Вот это ихняя игра, перераспределение. Я слышу, он говорит, мы ее убьем, ну, чтобы не было как бунта масс. М. То есть это борьба за власть, так понимаю. Это борьба за власть разума. То есть за вот эту божественную искру разума, которая в Маргарите. М, Я слышу, что это центр, который распределяет энергию по всему телу. Центр разума, божественный, он как проектор, от слова проектировать. Это механизм такой, как бы внутренний механизм, мгм. создающий, я слышу, порядок разума, пространство Понятно. благополучия. Мгм. Так, хорошо. Давай посмотрим, когда эту энергию Маргарита отдала или потеряла, что с ней случилось. А вдруг она стала маленькой, как будто только что родилась. И таким взрослым голосом программа говорит. То есть эта девочка превратилась в новорожденную, Мгм. Маргарита, и говорит таким взрослым голосом, то есть голосом программы. Я у папы родилась мертвой. Сейчас я спрошу, что Мгм. это значит, Каким? мертвой. Мгм. И я вижу, что когда она родилась, то во время рождения сразу же эта черная петля оделась ей на шею. И Мгм. это считывается как балласт, такой черный, как такой, как цилиндр с округлыми такими краями, тянет ее туда, в сектор магии.
А там вот эти руки считывается колдун, руки этого мужчины с рыжими волосами, толстые руки такие, с этим Мгм. топором. Считывается отец-убийца. Мгм. Так, этот отец Александр, который в этом воплощении, кем он был а, Марии Антуанетты в том воплощении? Какую он роль играл? Он говорит, что он ее убил на плахе. Палач? А к тебе обращается и говорит, ну, Мгм. если ты так хочешь, то пусть будет палач. Но Ну, я он хочу знать похож истину, да. на Мгм. такого вот, А, знаешь, как ну, который рубит головы. То есть казнил кто ее? да. Он говорит, Казнил. что он просто опустил. И такие черные руки, как будто бы веревочку такую. Пух. И я вижу, что у него к левой ноге, к левому бедру сразу же появилась такая энергия, сначала как шарик, которая проникла ему в левое бедро, прошила его, и считывается связь палача и жертвы. И считывается, как вот это снасти рыболовные, крючок такой, который Мгм. потянулся вот так через века к Маргарите вот сюда на плечо, в этот цветок. Считывается папа Александр. Мгм. Он считывается как убийца своей дочери. Эти программы работают в этом воплощении как убийца. И вот эти издевательства, которые он проводил над его же семьей, это следствие этих программ. То есть практически Понятно. он выполняет эти программы, так и считывается как программы рода, ушедшего в небытие, как будто бы провалилась, как в туман. Мгм. Сейчас я спрошу его, хорошо ли ему находиться в пространстве Маргариты. А он так дергает за эту подключку и говорит, она меня не пускает. И я вижу, как эта иголка, это как Короче, капля, это капля. стеклянная. Вот так она Мгм. двигается. Чих-чих, 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 чих-чих. И так колет. Мгм. Говорит, я ей напоминаю, напоминаю, а она не реагирует, она не хочет меня отпустить. Мгм. Говорит, она не хочет меня знать. Показывает эту каплю, как будто бы он ее так открывает чуть-чуть. Мгм. То есть, с одной стороны, он ее как бы провоцирует, а с другой стороны, его как бы светлая душа жаждет освобождения. Так, у них И есть он какой-то... говорит, каждая душа должна, вот так приоткрыл эту каплю, и говорит, каждая душа должна освободить своего палача. Мгм. Вот почему, ну, видишь, как важно вот эти практики прощения. Для того, чтобы простить и отпустить своих палачей, Мгм. стать свободным. Да. И вдруг я вижу, Маргарита взяла эту каплю, которая вот так отсюда, прямо в сектор магии была, и она ее берет, и она становится маленькая. И вот в этом плече. А что означает это плечо правое? Это считывается как толкач, и я вижу эту ситуацию.
когда она убегала от быка, и она как будто бы проявила волю для своего освобождения и спасения, и вот так она как будто бы э, энергию вот так вот толкнула плечо правым, да, то есть это Мгм. психосоматически открывать себе дверь, я слышу. Вот. Но отцу она внутри, я слышу, пригрозила, и появился такой кулак. То есть вот это внутреннее напряжение отомстить отцу. Мгм. И вот так она говорит, пришел ко мне а, из небытия. И я вижу этот пост, которым я как бы в своем телеграм-канале поздравила людей с наступающим 2006 годом. И там ну, Значит, юмористическая такая картинка, где мальчик говорит, чтобы все были счастливы, приду, проверю. Тоже так с кулачком. То есть и это считывается как тоже мне подсказка, что в этом году нужно всех врагов отпустить, простить и отпустить. Для того, чтобы они остались один на один с своими программами, и тогда вот эта цепная реакция запускается, и враги будут повержены. И я слышу, как эти программы между собой говорят. Они говорят, что она пришла. Ну, давай я вернусь обратно. Но такие умные вещи, пока я тут начинаю объяснять, оно уже ускальзывает куда-то. хорошо, Сейчас я вернись к возвращаюсь Маргарите. Мгм. к этим программам, что они там говорят. Да, вернись к Маргарите, спроси у нее, почему она еще держит этого Александра, этого палача. Я хочу посмотреть, Да, послушать, что программы говорят. хорошо. Послушай, Вот, Виктория, что они говорит говорят, программа. Мгм. что она пришла, чтобы освободить их. Я вижу эту иглу. Так, это игла, которая, знаешь, как булавочки, М, заколочки такие, ну, эти брошки на таких этих иголочках. Говорит, чтобы... это игла. Что это за игла с таким черным цветком? Эта игла, это считывается папа. мгм. Да. Вот. То есть я вижу, что пришло время Маргарите просто отпустить папу, но я вижу, что она не... И опять он говорит, я сколько раз ей говорил, и показывает, как он ее колет, колет. А Маргарита не осознает этого, и она переносит как бы остатки магического мышления, остатки, что кто-то извне ее там М, магичит что-то. А на самом деле это внутренняя магия работает, подсказки отцовских программ по отцовской линии, что простить отца, простить мужчин. И вот мне идет, поэтому она и не сумела построить семью и так и звучит, сконтактировать с своим мужчиной. А у нее, между прочим, вот прописано э, свадьба, вижу м, кольцо, а, да. считывается идеальный мужчина для будущего. М. Виктория, такой вопрос. Какой вот этот механизм прощения? Прощения того, кто причинил боль. Как это простить, чтобы это все распуталось? Ты меня спрашиваешь или ты хочешь, Да. чтобы я считала информацию? Да, я хочу, чтобы ты считала информацию, понять, как это На происходит. всех уровнях. Да, Мне идет да. на всех уровнях. Я вижу человек как Мгм. многослойная структура. Вот. И
тело, оно не скорлупа, как некоторые думают, и не сосуд, а это как продолжение нашей души. Это и есть наша душа, но это тело, оно похоже на кожу рептилии, которая отжившая просто снимает. И я слышу уважение к телу. Вот единица, точечка, и я вижу уважение к телу, обеспечить чистоту тела. Потом идет списочком 2. Мгм. Я слышу отмыть подсознание. И выглядит, как будто бы вот человек так в голове так моет, моет, все моет, моет. Считывается отмыть подсознание. И я вижу, вытаскивает за хвосты вот этих, я слышу, люциферов, эти обезьяны такие. Мгм. Вот. Потом пошел 3 вниз столбиком, 3 точечка. Слышу, вернуть душу на место. И Так, я вижу, как это как будто бы образ человека, и как будто бы его кто-то подкусывал с разных сторон. И вот эти кусочки возвращаются на место. Я слышу восстановление целостности. И потом мгм. 4 идет. 4. Мгм. Объединиться. Вот так, как будто бы объятие. Объединиться. Я слышу а, с душой восприятия себя. И я вижу, как открывается как будто пасть в секторе интерферентов. Даже не пасть, а как пасть, клюв такой длинный. И оттуда выходит, я слышу чувствование. И это такая энергия. Я слышу распределение энергии. И опять я вижу в голове вот это сияние считывается как репродукция великого Бога. То есть М. Полнота. Мгм. репродуктивная Ага. функция создания, я слышу, общечеловеческого пространства разума, воссоединение с Творцом, с собой через чувствование и с Творцом Вселенной. Объединение наций, я слышу. Или нации, или наций. А кто такая нация или нации? Мгм. Это обозначает в этом. Я слышу разумных существ. Вообще во вселенском разуме. Вся Вселенная– это как один большой мозг, М. как один разум. И объединение слышу всех существ, всех рангов, и вижу такие, как иерархии. То есть вот как тело имеет разные, наше духовное тело, физическое, эмоциональное, вот точно такие же уровни сознания и существ. Объединение разумных, то есть тех, которые продуцируют чистоту, разум. А вот эта иголка и эти иглы, которые Маргариту колют, это вот этот отцовские блоки. Отец, ам, он у нее отец-враг. Он ей показал, я вижу, ее стопы, я слышу, поставил. Именно через него пошла вот эта и программа «Петля на шею».
Я слышу, что пришло время Маргарите отказаться от своего палача. Ам, Отпустить его. И я вижу, как в ее будущем, в ее пространстве гипотетических событий, как она обретает целостность, становится ее энергосфера такая, как шар, и неприкасаемая, то есть соскальзывают все эти. То есть я слышу, что это программа прощения. То есть простить это на самом деле по-другому стать независимым, суверенным, отказаться от чужого влияния Мгм. и стать частью вселенского разума. То есть довериться, буквально я слышу, шагу Вселенной. И вижу, что в гипотетическом будущем у Маргариты есть все. Вот у нее вырастают крылья. Ее идеальный мужчина, муж, свадьба, дети. Все у нее это было изначально прописано. И я слышу, что все это она в прошлом как бы продала и сейчас возвращает это обратно. А где же этот контракт? Опять он Мгм. прозвучал откуда-то далеко. И опять я вижу контракт. Он, с одной стороны, начало его в жизни Антуанетты. Я вижу ее, она как будто бы стоит на коленях, и такая петля, а на этой петле вот такая черная петля энергетическая, которая тянет ее тянется эта петля в будущее и закрывает это, и свисает какой-то кулон на цепочке. Мгм. Что это символизирует? И там такое открывается, и такие часики говорящие, а они мне снились сегодня ночью, говорящие часики. И там такие часики, которые говорят. Сейчас я их послушаю, Мгм. что они говорят, эти часики. Послушай. Мгм. Они говорят, время пришло отпустить отца на свободу. Мгм. Так, каким И образом? Мгм. Да. вот это список показывает из 4 пунктов. Мгм. И идет символ, как будто бы яблоко укусил, кто-то откусил. И я вижу, что эти привязки– это матрица, что есть человек– это энергия, вибрации. Самая плотная энергия составляет нашу кожуру, как у яблока есть кожура. Вот. И эта кожура– это наше тело. И Физическое. оно Мгм. физическое тело, и оно вот как ящерица сбрасывает кожу, вот так душа верхний слой сбрасывает, то есть самые тяжелые энергии. И, но именно сейчас я посмотрю, это тело, оно никуда не девается. Эти энергии, они считываются, привязки к смерти, к смертным грехам, вот это, что вначале шли списки этих грехов, так называемых, да, то есть гордость превратилась в гордыню, свет превратился во тьму. То есть это вот такое угасание. И вот я вижу, то есть это не развитие души, а тело как бы человека тянет
Вот То есть эти вот это телесные, да, телесные ощущения, эмоции, чувствование, то, что вот чувствовала. А, тело буквально как в камне хранит эти энергии, и когда тело растворяется, а энергии, эти привязки создают эту паутину, черную матрицу сознания дьявола, то есть нашего внутреннего противника, который враждует с нами. И именно вот эти черные энергии, которые мы деформировали сами своими выборами, потом уже они колют, вот они нас колют. Но они также могут открывать дверь, как вот отец открыл ворота, чтобы этот бык всех пугал. Вот точно так же эти внутренние программы, негативные энергии, которые память это именно память генетическая, это ДНК. Мы меняем ДНК, не нами управляет ДНК, а мы можем управлять ДНК, и оно меняется от нашего сознания. Именно сознание вылечивает тело. Я вижу, как это сознание посылает туда, 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 в эти дырочки всякие, проходы, куда энергия негативная с негативной матрицы проникает. Это родовые эти программы, внутренние какие-то. Вот оно все вот эти цепляет. сигналы, вот Да, как и Маргарита и проявилась это на физике, вот эти укольчики, да, это да, это считывается воспоминания. Это часики м, эти говорящие, которые я увидела во сне. Это эти часики, которые, это внутренняя миссия, которая подсказывает, что пора, потому что каждый контракт имеет свое завершение. Вот оно, я вижу, как сначала вот это ее казнь, это как столб, который забит, очень крепкий, да, но потом со временем оно угасает. Но чем оно с одной стороны угасает, а с другой стороны я вижу, как такой же сияющий столб, вот она с крыльями, этот столб, то есть ее сознание возрастает. Вот. И приходит таким образом сила разума, побеждает вот эту насильника внутреннего, то есть этого саботажника. И именно сейчас время для Маргариты э, проработать эти родовые, они так и считываются, проклятия. То есть отпустить родителей на всех уровнях. То есть есть ли стать еще какая, самостоятельной. какая зацепка есть? Вот эта игла, она еще находится здесь, и она считывается. Папа, Мгм. вот. Так. Мгм. И опять эта Это маленькая девочка, мгм. которая при рождении как бы получила, она вошла, почему, а я себе думала, а почему это именно рождение? Потому что человек получает генетику при зачатии. А оказывается, не всю, оно порциями поступает. И самые тяжелые с прошлых воплощений, вот эти контракты, они передаются во время рождения, когда человек из духовного мира переходит уже в физический, материальный, и тогда передаются основные блоки, программы и контракты, типа проклятия рода, оно так и звучит. А, Мгм. И поэтому я вижу, эта девочка при рождении, Маргариточка, получила, считывается, в награду от отца. Я вижу, эта петля. В ротике такая, как соска, а буквально как палка, которая закрывает так, эта программа.
чтобы она не осознавала причину, я слышу, и не проговаривала ее. То, что случилось на сеансе, да, она э, говорит, что кто-то ее колет, наверное, и кто-то, то есть кто-то из внешнего. М. А оно происходит вот так. Если внутри есть не за, я слышу, не, ну, не заглушенная боль, то есть нет, заглушенная боль, то есть Наоборот, заглушить. Мгм. заглушенная, вот я вижу вот это как петля, и она считывается петля, и это капля, то есть этот блок заглушенный. И я сейчас вижу, что я буквально как будто хирург, делаю операцию этой капли, Мгм. а отец ее кричит: брось, брось, брось скальпель, что ты делаешь? Я его закрыла так, бах, вот такой, как стеклянной толстой стеной его накрыла. И говорю ему: молчи, дурак. И препарирую эту каплю. И это выглядит как живот матери, и ее Мгм. матери. А внутри за такими слоями, а я открываю один слой, второй, и там новорожденный ребеночек. И слои такие разные. М. эм, А что это за слои? Ледяной, потом черный такой, зеленый. Я слышу, что это слои сознательной блокировки. Мгм. То есть Это то, что сознание этими слоями блокируется именно через выход, через материнское лоно. И я вижу, что когда она рождается, то эти родовые пути, вот это оно как и стала вот эта палочка, которая энергетическая, ну, а как цилиндр такой, который как будто бы Мгм. ротик Трубка. закрыл. М. Да, то есть я слышу заглушка сознания. А, потому что то, что мы говорим, то, что мы делаем, это как раз говорит о полной осознанности. Так, и вот эти слои, это они взялись из прошлых воплощений, это вот эти же блоки, которые перешли в это воплощение. Так я понимаю. Да, это и родовые программы рода всего. Мгм. Это вот это верхний слой. Потом вот этот черный слой считывается черномагический виртуальный процессор антимира. А Мгм. внутри идет какой-то зеленый слой. Я слышу перераспределение нации. Опять. Да, сейчас я М. посмотрю, что это. Мгм. Я вижу, что у нее какой-то а, связь с этими и Волконский князь, и Вяземский, и еще у нее какие-то были связи с этими мужчинами из России. И поэтому она родилась в России, сильная привязка, сильные обиды были, и сильно не хотела с ними встречаться снова, и поэтому она вот родилась снова. То есть вот эти негативные привязки, ну, Мгм. позитивных привязок не бывает, только негативные. Вот как у моей мамы получилось. Она не хотела бы воплотиться в семье моей сестры-близняшки, но именно она там и родилась. Не хотела, Снова потому что воплотиться. это больно было. Ну, потому что это Больно. ей было неприятно, она не М. хотела, то есть ей не нравилось.
поступки Люды, да, Мгм. ее характер, и она вот, ну, именно Нет, она, не отпустила, поэтому к этому и прилипла. Ну как, не да, отпустила, поэтому это ее и держала. Да? да, оно так, да, да, оно вот звучит матричный клей. Понятно. Вот, то есть вот это, я слышу, М. программа прощения. Ну, это не только на уровне тела простить. Это нужно простить, то есть вот эти все четыре, то есть эти расторжения контрактов, которые мы делаем, это оно часть целостного. То есть нельзя расторгнуть контракт только в эфирном пространстве, не проработав все остальные. Оно так не разрывается, остается еще. То есть нужно и на уровне тела освободить тело, подсознание, сознание, душу, и тогда возвращается вот эта сила разума, и человек творит свою реальность своим уже божественным, отпущенным, чистым разумом. А, Вот я вернулась опять к операции почему-то. Что Опять ты я слышу, сейчас делаешь? препарирую. Мгм. Ну, я просто вот так склонилась и препарирую вот эту капсулу, эту каплю. Как ты там ее называешь? Капля Руппера. Её- Вот. Это Да, тонкий да. кончик. Сама капля очень прочная, но э, Правильную отколоть, точку. если отколоть хвостик, то она вся раскрошится, как Вот. ахиллесова пята. Это именно так и происходит расторжение контрактов на всех уровнях. Мгм. То есть, когда прорабатывать на всех уровнях, то есть осознанность, ну и все остальное. И сейчас я добираюсь до этому очень много слоев, очень много слоев. И я добираюсь, считывается до крошечки, даже уже до энергетического субъекта Маргариты. То есть там даже уже тела нету. И так шух, с этой капли я уже пошла дальше. Ну, то есть я проникла в глубину, в Мгм. середину этой капли. Сначала я видела новорожденного ребеночка, а потом как бы зашла в саму душу, в глубину и так шух, вот вывела меня туда, где Маргарита стоит, эм, и я вижу такие перья. Она вся сияющая в свете такая стоит, как ангел перед каким-то, как пюпитр, такой стол на высокой ножке. А возле этого стола, пюпитра, два таких, а, э, как перышка, больших пера, такие, как будто бы из гуся, такие перья два, черные. И она подписывает контракт. Я слышу на разлучение с отцом. Мгм. Это когда она вышла замуж, Мария Антуанетта. Я не знаю, давай посмотрим, Да, что это за посмотрим. контракт. Это Давай контракт на посмотрим. уровне ее души. Она Мгм. говорит, я приму условия, жизнь Антуанетты. И вот эта Антуанетта, вот мы сколько прорабатывали, сколько она уже этих сеансов имела, и вот она стоит до сих пор вот на коленях, и вот она так смотрит сейчас Мгм. на этот контракт, который ей показывает ее божественная часть, вот эта сияющая. Мгм. И говорит ей, да поверни голову, а ей эта петля мешает. И говорит, сними петлю. И петля так раз, такая цепь тяжелая упала. Мгм. И Антуанетта так встала, повернулась вот так, как бы в правую сторону.
ну, от себя, не от меня, а от Мгм. себя. Да, что она видит? И смотрит на этот договор, который ей показывает душа Маргариты, ее божественная часть. И там считывается в этой английской Маргарите, вот куда ни посмотрю, везде в ее теле вот эти центры разума, которые продуцируют. Я вижу, что вот этот свет, который вот в голове находится, да, это разум человека. Он буквально как будто куда только посмотрит, туда там то же самое. Оно так и звучит, продуцируется. То есть там же создаются такие же центры разума по всему телу. И всюду сразу же там метафора крыльев, то есть это свобода. Мгм. Так, и что это договор? Сейчас я посмотрю. Мгм. Там начинает проявляться там в такой свет и как будто бы такой туман. И сквозь этот туман начинают проявляться какие-то, как будто бы жжет что-то, ожоги. Сейчас я посмотрю. Мгм. Я слышу, что это обиды на коллег. Я вижу там, как она людей ругает, считывается бабушку. Это блоки. Я передаю Маргарите, чтобы она посмотрела в глубину и какой контракт. Считывается, достигла дна в своем совершенстве. И вот такой, как опять я вижу здесь вот черное, то есть смерть, гибель Антуанетты, а с другой стороны это вот последнее ее воплощение, где она а, обретает уже полную силу и полный контроль над всем ее пространством. Я Мгм. слышу, с одной стороны, глубина падения, то есть вот эта казнь, это как самое глубокое место падения, потому что это не только тело казнили, это остался след в душе, но через несколько поколений своих перерождений она, душа, обрела свою силу, и вдруг она как закричит: «Папа!» Говорит: «Мошенник!» Говорит: «Ты убил меня зазря!» И вдруг я вижу, как гильотина. А ее гильотиной убили, да? Или как? О, топором. Ну, сейчас Ну, посмотрю точно. сейчас я вижу это как будто гильотина. Вот так шух! Мгм. И упала, и голова сияющая, этот разум, вот так раз и встал вот здесь. Я передаю Маргарите, что она может расторгнуть контракт, раздать этот свой разум и выбрать всю энергию, забрать из этой запутанности у всех этих казнителей ее, вернуть Мгм. себе, звучит катастрофа. А, а как? Мгм. Причем здесь катастрофа? Как это связано с Марией Антонеттой? Это М. связано с ее подписанием контракта на... Потому что душа знала, чем это закончится. Перевес. Перевес этих темных сил я слышу. И какая-то катастрофа. Это Сейчас я катастрофа. спрошу Мгм. у Маргариты, зачем она пошла на это.
И с кем она подписала контракт? Она говорит, с Мгм. моим родителем. То есть это Александр, ее родитель, или кто? Сейчас я Посмотри, посмотрю. Виктория, кто вторая сторона контракта, с кем она подписала контракт. Нет, это родители в том Мария Антонетта? воплощении Марии Антуанетты. Я вижу, как рождается девочка, у такая женщина в таких платьях. Рождается девочка, и вижу ее гениталии. Ну, как люди смотрят сразу на гениталии, кто же родился, мальчик или девочка. И вот этот, который кланялся в шляпе с перьями, посмотрел, э, м, что это девочка, и говорит: «Уси-сюси-пуси». Мгм. И в секторе магии вот этот он проявляется. А сейчас, а кто он такой Кто вообще? он такой? Кто это там Муси-Пуси? А я вижу, что это магическая энергия, а, как, как бог войны, как бык с рогами. Мгм. Считывается, что пожиратель душ девственниц. Так, а через кого эта энергия действовала? Кто был на физике? О, кто-то делает ритуал какой-то магический черный. Приказываем ему проявить согласно физической ДНК. Приказываем ему отвечать, кто он такой. Считывается какая-то бабка-повитуха, Мгм. женщина какая-то. Так, а что она делает? Приказывай отвечать. Что это за ритуал? Какой-то ритуал делает. Я вижу, что она вешает якобы на правую ручку ребенку такую веревочку черную с каким-то колокольчиком. И этот колокольчик звенит. И в этом же колокольчике я слышу рев и вижу ту ситуацию, где Маргарита с мамой как будто бы, я не знаю, где они были, как будто бы в поле, а там как бы лес, а тут деревня. Ну, оно вот так вот выглядит. И я слышу, как этот колокольчик там у нее на ручке так динь-динь-динь, а, здесь, в этой ситуации, этот же колокольчик рычит, как дикий зверь какой-то, но это энергия. Я слышу, Мгм. что это энергия возврата из прошлого или возврата прошлого. Сегмент времени. Что это значило для Антуанетты, этот Ну, возврат в для прошлое? Маргариты, а для Да. Антуанетты Мгм. вот эта Да, для завязка в этой матрице, я слышу вековой союз с антиматрицей. И я вижу создание а, матрицы зла. То есть я вижу, что ее энергия божественная была использована для создания темно-магической матрицы, для Мгм. создания хаоса и для создания вот этих программ, как обезьянки, то есть этот капуцины, то есть эти программы, которые утаскивают через привязки к телесным ощущениям, решениям, Мгм. занятиям чем-то вот в небытие. Так.
Хорошо, вернись к этому, когда эта повитуха там делает этот ритуал. Да. А, Что в этот момент Маргарита почувствовала, когда она это делала? Я слышу привязка к отцу навсегда. Мгм. И в этот момент ее это, как будто бы эта повитуха с этой ее черной программой, как будто бы, ну, как ребенка пеленают. Сейчас памперсы есть, а раньше специально так пеленали маленькими пеленочками, сверху побольше, чтобы маленькие пеленки впитывали Мгм. жидкость. И вот она как пеленает, и я вижу, что нижние чакры Маргариты в этот момент образовался такой а, узор черный, как и там такой, как взрыв произошел буквально энергетический, темный. Мгм. И это связано с катастрофой, которая там, землетрясение Да, произошло? да, это с этим связано, с ее рождением, потому что она как, ну, это примитивно, так сказать, или как? Но это так и звучит, Мгм. как богиня разума. И считывается, что потеряла разум. То есть душа человека — это, как мы себе вот так можем представить, это могущественные боги, творцы, которые как будто спустились с небес для того, чтобы получить земной опыт, земной жизни, выработать своим сознанием вот эту матрицу света. А вместо этого а, попали в рабство, в эксплуатацию. И мне прямо вот идет, что то же самое происходит и на физическом плане, чтобы нам как бы это показать. То есть оно поэтому и происходит, как люди попадают в трудовое рабство от других людей. Мгм. Вот. Мгм. И вот светлая часть Маргарита берет эту Антуанетту и говорит: смотри, смотри, потому что Антуанетта как бы и Маргарита боится посмотреть в глубину этой связи с темной своей частью и говорит ей, так за голову держит Антуанетту и говорит: смотри, смотри. И Антуанетта такая обессиленная, эта часть ее в сознании, замороженная в этой ситуации, э, так медленно веки поднимает, и эти пространственные, считывается, межпространственные блоки сознания, вот эти программы, привязки к самоуничтожению или как рабство, фашизма, направленные к себе, да, то есть не любовь, это внутренняя к себе, вот эти программы, они вот так спадают, и такой свет, и она вдруг встает и начинает читать этот контракт, и уже так живенько, и вот Мгм. так пальцем говорит, чтобы все встали по старшинству. А я вдруг раз и стала сзади нее, а она передо мной стоит, а я как бы за спиной. А она так сияющим пальцем показывает и говорит: встаньте здесь по старшинству. И выстроился такой огромный ряд. И первый стоит, так голову нагнул, этот мужчина с этими рыжими руками толстыми. Это ее палач, папа. То есть это может быть и не его инкарнация, но он эти программы э, дублировал, продуцировал.
Вот, потому что в ней была эта программа э, жертвы, М, безысходности. И поэтому по этой генетической памяти оно во Вселенной работает все автоматически до тех пор, вот эти сила инкарнации, вот это распределение наций, да, оно мгм, автоматически происходит. Ну, это как принцип, каждый сам в себе судья. То есть Бог там не сидит на престоле, никого специально там не судит. Каждый человек судит сам себя в зависимости от того, что он выбрал в этой жизни, какой он выбор делает и над чем он властвует. Если или это программы негативные им управляют, или он сам. То есть все в руках самого человека, абсолютно все. И вот я вижу, она берет. И вот эта штуковина на плече, она уже так отдаляется и прикалывается уже к этому отцу, к левому его плечу. И вдруг эта капля стала как будто бы уже не стеклянная, а такая, как будто упало что-то живое, как туша какого-то динозавра огромного. Оно так упало в сектор интерферентов и раскалывается, и эти верхние слои, вот это все, вот так уходит, 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 и изнутри выходит такая чистая светлая капля, такая сияющий свет, и возвращается вот сюда в голову. Считывается свет разума. А вот этот шар, который там был с этими букашками, которые как обезьяны с черными хвостами, оно возвращается вот под левую ногу вот этого, который кланялся. У него одна нога была правая, как стеклянная, а левая черная магическая, как гниль, такая энергия. Вот. А дальше считывается, стоят поколения предшественников. Эти как будто бы на площадке стоят. Это самые сильные привязки. А род пошел как бы изнутри идет и как бы доходит до этого уровня. И получается перевоплощение. Бах! Вот я вижу, как оно происходит. То есть освобождение рода– это освобождение от этих привязок. Я передаю Маргарите, что она хозяин своего пространства. Она сейчас может расторгнуть контракт со всеми этими людьми, с этим родом, позволить каждому находиться э, там, где он по праву должен быть. Я вижу, как этот топор у нее из вот так вот черный м, уходит. И вот это землетрясение, оно вот так вот э, считывалось, что оно трясет до сих пор, трясло в эфирном пространстве, и опять было бы землетрясение. И я вижу, что оно так утихомирилось, и так землетрясение так трясет, и выходит это черная пломба это из будущего Маргариты. То есть ее окно возможностей открывается, освобождается. Эти м, все, как будто бы черная энергия изнутри вот отсюда выливается. Имплант, как черная рука, и вот этот шлейф весь уходит. Она вот его так свернула, как клубок, и вот так выбросила, как камень, в сектор магии. Я передаю Маргарите. И вот эти иголки, они как рыболовецкие крючки, на которых рыб ловят. А м, у нее все тело было, как будто бы в этих крючках, как будто бы ее словили. Это матрица
негативное. Я передаю Маргарите, чтобы она расторгла все контракты, простила отца, маму, весь ее род, приняла только свет, гармонию и процветание, а все негативные программы пусть отправляет туда, откуда они пришли, пусть отдает своим родителям. И я вижу, как у нее в ее пространстве, как будто бы из пупка выходит такой шлейф, этот черный, выходит эта М, энергия, и у нее ноги появляются, а то они были у нее как в тени. И она снимает этот колокольчик и отдает этой бабке-повитухе. мгм. И вижу, как это пространство, которое заревело, оно утихомирилось, а, это все. И так оно застонало и утихло. И я посмотрела, вот, и э, Маргарита как будто бы с мамой сидят и разговаривает. Я даже ее слышу смех, а вокруг них такой шар. То есть пространство все изменилось. М, Так. Вот. И что они разговаривают? С матерью Валентины разговаривают? Да, вот эта Мгм. ситуация вот так изменилась, когда они Мгм. рев этот слышали, то это было напоминание Маргарите. Ага, там у леса. Мгм. Да, и теперь оно ушло. Она была защищена, она была тогда не в матрице в этой, потому что это через мать пришло, через отца. То есть это родовые программы так срабатывали. Я передаю Маргарите, чтобы она сейчас исцелила все ее живое пространство, чтобы она исцелила все ее эти проколы и Мгм. отправила все эти негативные программы, чипы, импланты, привязки туда, откуда они пришли, отпустила всех, слышу, Мгм. грешников, то есть всех тех, кто грешил, то есть всех тех, кто ее не пускал к свету. То есть люди даже не понимают, как они будут потом отвечать, если они вредят людям. Потому что главная Мгм. Не миссия каждого навреди. человека– это Да. освободить Верно. себя и помочь Там. каждому, кто нуждается в помощи. Помочь свету стать лучше. И я вижу, как Так. Мгм. огромная энергия, вот как будто бы происходит как землетрясение, как будто бы разверзлась земля, камни, вот так вот все падает, и выходит Маргарита оттуда, ее энергия. Я слышу накопленное за века. И я передаю Маргарите, чтобы она вернула все ее частицы божественной души, ее разума, исцелила Мгм. все ее пространства, удалила все чипы, импланты, подключки, все энергетические каналы утечки энергии, вернула себе всю силу живого божественного Творца. И вдруг я вижу, как образовался как Тор энергетический, вот это символ этого яблока, то есть целостность. Мгм. И она вот здесь, где сердце, такая тут энергия была, как пятнышко черное, и она вот так передает отцу туда же. Я передаю ей, чтобы она передала родителям, чтобы они отдавали туда эти все черные привязки, энергии, всю эту черную матрицу, туда, откуда она пришла, по роду, до самого основания, к источнику. И пусть очищается весь ее божественный род. А с другой стороны, М. я увидела лицо ее, считывается племянник.
Так. Вот он. Мгм. Я знаю, у нас сеансы были с ним. Алан, Так. вот он появился. Он считывается, что он с другой стороны помог, с мужской стороны, что его очищение это вот тоже помогло. Мгм. Помогло как бы мужскую силу, мужскую волю дало. И вижу, что Маргарита так нагнулась, как будто бы умывается. Мгм. Очищается. Она очищается, а потом я вижу ситуация, когда она была э, Мария Антуанетта. Она подошла к такому огромному зеркалу, смотрит на него и говорит, чтобы убрали шаль, убрали зеркало. И Так. говорит, я не буду больше гноить себя в прострации. М. Я увидела флакончик с каким-то ядом. И я вижу, что у нее было сильное отравление, интоксикация организма. Вокруг ее было очень много токсичных веществ. Ее макияж, вот это все такое. Ам, Да. Она была Макияж и корсеты. Мгм. как токсикоз постоянный. Это очень влияло подавляло психику, так и звучит, подавляло психику, токсикоз. То есть она была в токсичных отношениях, в токсичной среде, и я ей передаю, что она может изменить эту ситуацию, смыть с себя навсегда эти белила, румяна, эти прически, потому что я вижу, что она распрямляет волосы, вычесывает их такие длинные, красивые волосы, достает и как ангел полетела. Я ей передаю, чтобы она вернула всю свою красоту, молодость, гармонию. И вот этот палач, он исчезает. Мгм. Хорошо. И помнишь, я говорила, что получается так, вот это здесь этот столбик, который и во рту у нее был, и вот этот, который запустил маховик перерождений в этой матрице сансары. А здесь вот она вырастает, и это полностью растаяло, и уходит вся эта черная энергия, вот, Мгм. и у нее появляется такой, как этот, как книга. Мгм. Что в этой книге? Она говорит, что она расписала все свои проколы. Ну, давай посмотрим, что происходит на Мгм. энергетическом уровне и на физическом, когда она чувствовала эти уколы. Давай посмотрим. Ну, я слышу, что так говорил к ней отец, то есть его программы. Потому что я еще раз проверила, нет ли там каких-то внешних воздействий. Мгм. Проверил? Ну, вот я вижу, оно считывается Мгм. зависть, и сразу же считывается, что зависть это рабочий инструмент до тех пор, пока человек имеет эти привязки к токсичным людям, к токсичным отношениям. Мгм. Так, давай посмотрим, например, вот этот она описывала соседка Анна.
Да, она говорила, что там что-то с пропажей было связано. Вот Маргарита написала этот аспект. Она ощущала какую-то зависть или какую-то взаимосвязь? Ну, эта Анна, она находится по отношению к Маргарите в секторе магии, то есть она на нее давила, но Маргарита не поддалась. Маргарита стоит, вот я вижу, Маргарита стоит вот по Мгм. центру, то есть где ось сознания стоит неподвижно, вот так вот очень мужественно, да, она не поддается на эту провокацию, и поэтому здесь вот это слышу shadow, то есть тень, то есть под ногами у Маргариты. Мгм. Я передаю Маргарите, чтобы она очистила свое все то пространство и убрала все те привязки, на которые эта Анна привязалась. Пусть отдает Анне всю ее злобу, зависть, ложь, провокации, а также убирает подключки к этой Анне. Мгм. То Вот есть она это это сделает? она это Мгм. делает вот с правой Отпустит? стороны. Да, пусть отпускает эту Анну и вернет всю ее энергию себе, а Анна пусть забирает всю ее. Мгм. Вот я вижу, как выровнялось это пространство. Оно буквально, когда человек, вот мы так и говорим, проседает, да, человек может просесть, это когда углубляется в низковибрационные отношения. И вот я вижу, как оно так, она как бы в дивертикулу такую спряталась, да, а теперь шух, и вышла на поверхность этого. А Анна это уходит с ее же магией. То есть, когда человек не реагирует, потому что этим абьюзерам нужна реакция. Реакция, наши эмоции, чувства, вот то, что вначале всплыло, это как раз и есть этот механизм эм, влияния манипуляции или магии, потому что магия и манипуляция – это одно и то же. Да. Так. А сейчас? Маргарита говорит: "Я тебя отпускаю". И вижу, как этот, черный столбик изо рта выходит. А этот черный столбик – это именно те программы, которые привязаны на внутренних этих обидах, истериках, тревогах, блокировки из прошлых воплощений даже, родовые проклятия, детские программы. Это все не позволяет человеку осознать свою силу и сказать то, что он Мгм. должен сказать. То есть, потому что то, что человек говорит, он приказывает своему разуму, своему пространству всему выстроиться по... Это как Координатор. пароли. То есть каждое слово – это приказ, пароль для пространства. Мгм. Все пространство – это как служащие. Человек, его разум – это как король, как Бог. И то, что человек думает, то, что он говорит, чувствует, действует, это как раз и есть те сигналы или пароли. Оно так идет мне, пароль. То есть пароли к открытию новых возможностей, или позитивных, или наоборот. Я передаю Маргарите, чтобы она зашла в каждый момент, когда она неосознанно или осознанно вредила себе и своему пространству и изменила все эти ситуации. И вернула себе присутствие здесь и сейчас. Имеет значение только то решение, которое она принимает здесь и сейчас. А ее решение – это быть в гармонии с собой, с миром, творцом, быть творцом божественной своей реальности, где все выстраивается по миссии ее божественной души, где она идет своим альфа-путем, здоровая, красивая, молодая, счастливая, встречает свою родственную душу,
связывает жизнь своей родственной душой, как предназначено было ее божественной миссией. И я Мгм. вижу в этот момент, как эти два крыла, которые вот так были, как два пера, как у гуся, как будто бы вырвали из крыльев черные. И вот этот пюпитр, оно все ушло, то есть растворилось. Контракт растворился. Я передаю Маргарите, чтобы она очистила все ее прошлое, настоящее и будущее, Мгм. и все привязки к прошлому. Пусть она их отпускает, все прошлое, возвращает себе всю ее силу, стойкость. Да, И вот. буквально вижу, что она как будто бы вот так вот, такой панцирь, и Мгм. выходит. Вышла, как будто бы вот так раскрыла, как коробку такую вокруг себя, и выходит. Эта скорлупа падает, и Маргарита поднимается вверх по какой-то интересной траектории. Я вижу, как изнутри идет такой, как луч света. О, как интересно! Вот эта ось, которую мы себе представляем, да, Мгм. как будто бы она идет вертикально, снизу вверх, да. И я посмотрела, проследила, откуда она идет. И я вижу, что это как протуберанец от солнца, да. А вот на шкале времени это ее вот сегодняшнее, теперешнее воплощение. Я передаю Маргарите, чтобы она исцелила свой жизненный путь, свою карму, простила всех, себя простила, всех простила, отпустила свое прошлое, отпустила всех людей, все подключки, чипы, импланты, все убрала, и вижу, как она снимает эту петлю. Я передаю ей, чтобы она окончательно все отдала тем, кто ей сознательно или несознательно вредил. Вот, очистила все ее пространство. Да, вот по аспектам. Да, Люба, соседка, думает, что она колдовка. Отпустила ее, спроси у Маргариты. я вижу, что эта Люба, она находится как будто в секторе духов по отношению к Маргарите. И как будто она связала для Маргариты такую дорожку, спицами черными вяжет, Мгм. вот с такими вот поворотами. Я передаю Маргарите, что она не обязана ходить по чужим дорогам, подчиняться чужим программам, чужой магии. Пусть отдает этой. а, Любе ее эти указания. И я вижу, как от этой Любы такие вот эти черные спицы повернулись к ней и начинают ее вот так вот тыкать. Это эти внешние предатели, которые притягиваются на внутренние программы. То есть, с одной стороны, это нам, ну, приносит дискомфорт, но с другой стороны, эти же люди, они как бы на физике нам напоминают о том, что мы еще что-то не разобрали, к чему-то не добрались, Мгм. на что-то нужно обратить внимание, что-то уже созрело, какой-то контракт. И сейчас время отпустить. Опять часики появились и говорят, что время отпустить прошлое. Пусть Простить отдает. этих всех Да, фальсификаторов, всех этих, которые на имени Марии Антуанетты создают свое влияние. Все их, как говорится, пусть живут как хотят, только подальше от меня. Это золотое правило для тех, кто хочет жить своей собственной жизнью. Вот. да.
Пусть живут как хотят, но не вредят. Но мы не можем им приказывать, понимаешь? Ну, не вредят нам. Ну, то есть, кто это говорит, чтоб ему да, кто как хочет. Да, то есть это наше дело, это дело нашей внутренней защиты. Как мы себе позволим. Я вижу, как эти Мгм. черные спицы выкалывают глаза этой женщине. Мгм. И раз дверца закрылась в пространство Маргариты, я передаю Маргарите, чтобы Маргарита отдала этой ведьме все ее зло. Я вижу, как прошлое, будущее, вот в секторе будущего, Маргарита как будто бы открывает дверцу, и эта чужеродная энергия буквально вот выливается. Она как бы проткнула Маргариту, и такое, ну, как будущее, знаешь, как будто бы Прошито. отверстие от иглы. Вот. Все выравнивается. Э, э, я передаю Мгм. Маргарите, чтобы Маргарита отдавала этой ведьме все, а также всем другим, и выталкивала все чужеродные энергии, все энергии подчинения. Она суверенная божественная душа, человек, отныне и всегда живет только по собственным правилам Мгм. жизни. Так, Виктория, еще один друг отца, Анатолий. Он типа бойкотировал ее отца, а, что-то наговаривал. В общем, тоже какой-то там тихушник м, мутный. Посмотри, есть ли от этого Анатолия какие-то а, негативные воздействия на Ну, я вижу, Маргариту. что на самом деле он как бы помогал Маргарите. Вот он вот это стоит, как будто бы помогает одевать петлю на шею. То есть он работал заодно с отцом, то есть воспроизводил Мгм. отцовские блоки и а, Так, есть ли сейчас какие-то энергии? подключка Мгм. есть у Да. Маргариты к правому бедру. Вот, где-то забедренный сустав. Мгм. Так, что это за подключка, как она образовалась? И оно считывается как многолетний хаос. То есть вот это низковибрационные, ну, буквально вот это вот такое перемалывание, переливание с пустого в порожнее. То есть, ну, вот это хаос такой. Мгм. Ничего мудрого, да. Так. Видеть это Маргарита, хочет ли она от этого очиститься, от этого всего хаоса, от этой подключки? Да, я вижу, как она берет эту подключку и прямо ему как-то в левую ноздрю. Оно как змея. И как Мгм. змея, и как, стрела с таким вот наконечником. И эта темная энергия с нее сходит, я передаю, чтобы она отдавала ему всю ту его энергию, весь его хаос, а себе вернула всю ту. э, Мгм. Она, ну, в тяжелой ситуации была Маргарита, потому что это буквально считывается, варилась в этом хаосе. Чтобы Маргарита сейчас достала всю ее энергию, потерянную в этих воспоминаниях, очистила все ее пространство, этого ничего уже нет, и пусть ее энергия служит свету, добру, процветанию. Мгм. Пусть сотрет с информационных полей все эти неурядицы, все эти ощущения хаоса. Пусть все чужеродные энергии а, вытолкнет из ее пространства и наполнит все эти, да, все ее генетику, все ее прошлое светом, любовью, гармонией. Как оно интересно работает, видишь? Вот она сейчас, буквально вот где эти потерянные частицы,
Они как капельки в этом пространстве светятся. И как только она это обратила внимание на одно, как они задрожали и начинают вибрировать и Мгм. разрушают эту темную матрицу. Я вот посмотрела в одну из этих капелек энергетических, и там буквально как бы меняется ситуация. Она меняет ситуацию, то есть свою реакцию. Ага. Я слышу на ощущение добра. Я передаю Маргарите, чтобы она зашла в каждый момент и ощутила в каждом моменте себя божественной, спокойной, гармоничной и Мгм. отправила все эти влияния туда, откуда они пришли. И карму пусть получают по конам Вселенной те, кто намеренно или не намеренно вредил ее божественной душе. Да, хорошо. То есть Маргарита это очистит, Да, очистила, я наполнит вижу, как светом. Мгм. крылья появились у нее в пространстве. Так, хорошо, Виктория. И еще вопрос. У Маргариты были ощущения, что ей в голову, в мозги каждый день кто-то лез. Ночью, днем. Есть ли еще какие-то зацепки или ее допуск, чтобы это происходило? Что? Вот эти Что это ощущения, было, да? да, да, что это было, когда ей лезли в голову вот эти ощущения. Там она особо отмечает 20 по 22 декабря, Так, сейчас я особо найду. ощущались. Угу. 20-22 декабря ощущение, что к ней лезли в голову. Я слышу совет директоров, и в секторе магии вижу, как такая капля светлая. А кто эти директора? То есть Мгм. есть темная энергия, она такая какая-то аморфная, и светлая. И там считывается э, совет директоров. Мгм. Кто эти Считывается директора? Мгм. это как внутренняя борьба. То есть вот эти директора, которые это светлые части, Мгм. это ее светлый род. Это ее считываются как прописные истины. Это конфликт между, ну, по-простому, между божественными душами рода, это генетическая память, и вот этими негативными энергиями Мгм. этого страха и манипуляций. Я вижу, Так. что это считывается как напоминание о хаосе внутри рода. Мгм. Между божественными душами и так и звучит скрепами. Ну, скрепы это как узаконенные привычки думать, реагировать, чувствовать. Буквально как будто бы скрепками поскрепливали. Так, что сейчас хочешь, Маргарита, сделать с этим? Э, Помочь себе в эти дни, объяснить, что это такое, как-то изменить эту ситуацию самым благополучным образом для нее. Ну вот она считывается, что переносит сегодня в те моменты. Буквально как будто бы на руках такую энергию жидкую, которая Мгм. разлилась.
потому что она освободилась от этих контрактов и уже свободна. Значит, свободна и тогда. То есть это ее напоминание Мгм. о То есть, прошлых решениях, мгм, да. мгм. То есть это выполнило свою роль, обратило внимание ее на то, что нужно разобраться, что она и сделала. И сейчас в этот момент я вижу, что у нее из пупка как будто такой рыжий канал. И он такой, как бы рука и отрезана, ам, но осталась внутри. Что осталось? Вот, как будто бы проникла в ее внутри. Чья это энергия? Приказываю хозяину этой энергии. Считывается М. гниющая плоть отца. Мгм. Пусть отдают это тоже отца, эти все его энергии, или которые через него она приняла. Если хочет, пусть отдает все это чужеродное. Я передаю Маргарите, что он ей не нужен. Она сама для себя опора, истина. Она сама для себя любовь. Она может себе дать и защиту, и любовь, и гармонию, и все то, что не дали ей физические родители. Она как духовный источник света, разума, гармонии может себя исцелить в любом моменте. Вот я вижу ту ситуацию, как капсула это была, которая была. М. И отпустить отца нужно на всех уровнях, да. Проработать еще и на физическом уровне. Я передаю Маргарите, чтобы она и исцелила себя изнутри светом своего сознательного внимания. Она — это она, а отец — это отец, а мать — это мать. Она не обязана носить программы ее родителей и даже ее прошлых воплощений. Она здесь и сейчас. Мгм. Так. Считывается превосходная. Сейчас я ей передаю, что она может исцелить свое прошлое и отпустить его, исцелить свой род и отпустить его, стать частью божественной семьи, божественных существ, разума и отсоединиться от матрицы смерти навсегда. Она вот Так. так нагнулась, выбрасывает эту, как считывается гниющая плоть отца, и говорит: "Я прощаю тебя, отец". Мгм. Передаю Маргарите, чтобы она очистила все пространство. Ага. Отлично. Хорошо. То есть Маргарита отсоединится от всех этих обид, от всех зацепок, полностью очистит ее разум от этих привязок, скрепов и поднимается вверх. Вот она поднимается вверх, я вижу, достает вот из, как бы из левого плеча отсюда такие черные перья 2. Мгм. Говорит, что расторгает контракт на самоуничтожение себя, своего рода. Отлично, хорошо. Все, она полностью расторгла. Спроси у нее, Ну, по аспектам, насколько. да, по Мгм. этим. Мгм. Хорошо. Так, как сейчас Маргарита выглядит? Я вижу, что ее энергосфера,
плотные и остались, как поверхность Луны, такие шрамы, ну, такие круглые от этих уколов. Сейчас я спрошу, зачем она их оставляет себе. Мгм. А, ты смотри. Что это обозначает? Это вот так метафора, как мы смотрим на Луну и понимаем прошлое. Значит, в прошлом там упал такой-то метеорит, такой-то кратер остался. То есть это память, опыт. Мгм. Вот. И я вижу, что души, которые находятся в эгрегориальных системах, они смотрят на Маргариту и записывают, То есть это как опыт? учитывают, да, учитывают опыт Маргариты. Мгм. Она считывается как мать разума. И опять я вижу это свет внутри ее головы, как доминанта разума. Это вот так выглядит, знаешь, вот из Мгм. моего опыта, что у каждого человека есть как свои более развитые таланты, да? Мгм. И эти темные, они постарались, чтобы у каждого забрать его самое ценное, что у него есть. Но Да. пришло время все возвращать на круги своя. Маргарита такая светлая, когда она говорит, то такое, такая, как идет, как эхо. А она говорит, они учатся на мне. Мгм. Но сейчас я ей передаю, чтобы она оставила только информационный след, только передала информацию, а себя всю исцелила, потому что мне эти энергии серые не нравятся. Я ей передаю, чтобы она сравнила их с своим личным ДНК. И это считывается вот как программы саморазрушения, ну, в таких минимальных дозах. Небольшое отклонение. Но оно все равно Да. Ну, это как вот эти, как Антон это пудрами этими всеми токсично отравляет потихоньку жизнь и отравляла. нервирует. Да. А зачем это? Если Я людям передаю нужна опыт, Маргарите, да, то чтобы она это все чужеродное отправляла туда, откуда оно пришло, вернула себе истинный свет, гармонию, процветание, способность творить добро, гармонию, разум. Ну вот она прекрасно м, выглядит, смеется, говорит со мной. кто говорит? Ну, она что-то там делает и говорит, что пришла в этот мир ради благополучия. Мгм. Да. Все на сегодня. Мгм. Спасибо, Маргарита. Все ли мы для нее сделали на этом сеансе? Ну, вот она смотрит, как будто бы в блокнот переворачивает и говорит, что что-то еще хотела. Что-то, Мгм. какой-то серый треугольничек в этой книге есть. Да, пусть покажет, что это за энергия.
Смотри, Виктория. Оно считывается как самообладание. Так, а чё оно М. серое? Кому оно принадлежит? Кто хозяин этой энергии? Приказываю хозяину проявить согласно его эфирной ДНК. Оно вот с правой стороны как будто бы такое серое пространство, в котором вырезан вот такой кусочек, такой треугольничек, ну, как долька арбуза, скажем. Сектор как? Мгм. А оно в ней внутри. Вот. Так, и кто хозяин? И так потянулась, и подключка темнеет, темнеет, и в секторе магии такая какая-то Ирина. Так. Что это Ирина делает в пространстве Маргариты? Приказываю ей отвечать. Я вижу, у нее такая подушечка с такими иголочками. Ну, как женщины в подушечку такую маленькую, Мгм. иголочки. Э, Мгм. И я Булавки, вижу, иголки. Мгм. да, Так. и я вижу у нее такие иголочки, а в правой руке у нее как кукла Вуду, такая сияющая, энергетическая, как куколка, как фигурка. И она левой рукой черной берет и тыкает в эту куклу. Так. А как Маргарита себя чувствует в этот момент? Я вижу, она руку прикладывает. Мгм. Она чувствует там прокол. Так, И я хорошо. вижу, что эти Как? проколы, они именно как паутинки тянутся к физическому телу, потому что физическое тело– это как звездная карта, которая показывает все эмоциональные, ну, всю историю, эмоции, что с чем связано. То есть все тело соответствует какой-то психосоматике конкретной. И эти психосоматические каналы, они как открытые порталы, если они не проработаны, не прощено, не отпущено. И именно по этим каналам идут эти, оно считывается укус, Мгм. яд. То есть проникает эта токсичная энергия. А Так, и Маргарита так наклонилась и смотрит на эту Ирину. Я сейчас спрошу, как ее зовут, эту. Что-то оно мгм. звучит и Оксана, и Ирина одномоментно. Так, кто она такая? Пусть истину говорит. Она говорит, что приходила к Маргарите домой, какая-то шкатулка, М. и она ее ненавидит. Я сейчас спрошу, за что она ее ненавидит. Она дала, говорит, я дала ей этот кулончик, вот этот колокольчик на руку, а она сбросила его. М. Это повитуха в этом Да, воплощении кто-то? да, она М. говорит, потому что у Маргариты прописано, ну, как и прошлое, и настоящее, и будущее. И та темная матрица считывает вот эти глаза, которые проявлялись сначала, считывает не только а, то, что есть сейчас, но и гипотетическое будущее. Она как бы взвешивает, что ей угрожает. И как только угрожает что-то, тут же матрица активируется. То есть эти программы,
подсознательные активируются и буквально ищут как бы во внешнем пространстве кого-то, кто бы мог предотвратить освобождение. Вот так Мгм. и появляются в пространстве эти колдуньи. Так, ну, передай это Ирине, или кто она на самом деле, то по конам она, ну, вообще-то занимается магией, пусть несет ответственность, и Маргарита пусть ей приказывает убрать эти уколы, этот колокольчик, это насилие. Я вижу, как Маргарита этот треугольничек как так закрыла это пространство, захлопнула, как дверь. Мгм. И это все уходит. И эти черные глаза уходят, считывается как прозрение, то есть способность прозревать человека. Мгм. М. Вот это, видишь, телепат– это человек, который видит, ну, пришел как бы по чистой матрице жизни, пришел, чтобы помочь. А противоположность, ну, все имеет противоположность свою, то вот эти маги, типа ясновидящие, которые они себя называют, а на самом деле они марионетки этих темных программ и приходят для того, чтобы людям навредить. Потому что нужно смотреть на конечный результат. А с какой целью? Какая мотивация? То, что они М. делают. Я передаю этой Оксане, Ирине, и кем она там прячется, Ясно. маскируется, да, что мы ее видим. И по конам Вселенной она нарушила законы равновесия, равноправия каждого человека выбирать самостоятельно. Она проникла в пространство Маргариты без предупреждения, поэтому она обязана сейчас забрать всю ее магию ее же руками. И если она хочет, то ее светлая душа может освободиться, но если нет, она по-любому должна убраться прочь с пространства Маргариты раз навсегда и бесповоротно. А Маргарита говорит: я отдаю тебе твои иглы. И я вижу, как эти иглы прямо на нее, вот так вот, такие иголочки, которыми швеи, ну, закалывают, чтобы М. с ушками с таким. М. И эти иголки Фиксирует ткань. все Мгм. к ней же начали ее колоть, и эта куколка, она своей же рукой вот так себе как бы в сердце эту куколку. А энергия Маргариты вот так с этой куколки вылетела, как бабочка, и полетела в сектор будущего, и там такая эта петелька, и сняла эту петлю, и вижу, как это уходит. Я передаю Маргарите, чтобы Маргарита вернула все ее энергии, закрыла все порталы, выталкивала чужеродные энергии. Пусть Вселенная разбирается с кармой этого человека, а Маргарита пусть отпускает это все. М. И она, вижу, встала, вот это будущее, которое я видела в начале сеанса, как Маргарита взлетела, свободная, с крыльями. Вот она. Говорит, теперь М. все. Хорошо. Все, пусть закрываем, Виктория, отсоединяемся от всех этих ситуаций, поднимаемся все вместе максимально вверх, Да. прощаемся с Маргаритой, благодарим ее за ее опыт, за, ну, то, что она сделала для, м, благодати нашего сознания человеческого. Прощаемся с ней. Мгм.
Хорошо, Виктория, отсоединись от всех и всего и поднимись максимально вверх. Да, Проверь твое личное пространство, все ли в порядке. да, все чисто. Наполняйся энергиями любви, жизни, гармонии, света. Мгм. Я посчитаю от 1 до 3, ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно.